ходят коровки. Яма такая большая. Мне вообще лопату. Так, вот на горочке здесь ветеров такой и паутов нету. Речка. Батарейки хотел. Одну. Коровки. На наш пошли. Мы когда сюда с Матвеечкой, мы так... Это Алёки на нас так с вугли смотрят. Вообще что-то ничего не пикает, да? Даже железо не пикает. А. Золото. Я нашла землянику. Цветет. Здесь кустик. Тут уже ягодки. Всем привет, доброе утро. Всем привет. С утра пораньше Машенька начала делать хлеб. Уже завела тесто. Уже поднялся. Это у нас опять картофельный хлеб, он так нам понравился, что мы Делается просто и легко. Да, он мягкий и долго не черствеет. Это вообще из-за крахмала. Вот так, как я понял. Ну, как картошки, потому что крахмал же он. Ну, нам понравился, и мы решили Еще сделать. Ну что, картошки отварил. 4 картошки. Все. Остальное все есть. Кашка. манная кашка, Картошка с сосисками. пюре с сосисками, Потом что у нас? винегрет. Винегретик. С утра Немножко. уже Маша сделала. Еще хочу сделать лепешку. Небольшую. С сыром. Сырную лепешку. Кашку манную у нас Матвей ест и бабушка. Все спрашивают, что там, как бабушка. Бабушка нормально. Духовку я уже купила. Не укрылась. Ну, горячая. Так, ладно, сейчас первое. Хлеб. Потом лепешку сделаем. Многие пишут там про бабушку. А была ли бабушка? Да. Была ли бабушка вообще? Конечно, была. К чему? Зачем нам ее придумывать, да? Просто, значит, какая обстановка? Мы сейчас ее бабушку переселили в домик. Маленький домик, который мы там сделали ремонт. Мы ее туда переселили, потому что бабушка живет своей жизнью. То есть у нее график дня, так скажем, Меняется. он меняется. Она может сидеть всю ночь и разговаривать, значит, кричать ночью, а день она может весь спать. И иногда она, ну, как бы график ее приходит в норму, она там днем, как обычный человек, смотрит телевизор, а ночью спит. А который раз бывает, это с ума сойти можно. Мы начали не высыпаться и переселили бабушку в избушку. Там вообще ей даже намного лучше. Сейчас уже, конечно, печь не топим, потому что тепло, а переселили ее уже давно, потому что многие заметили, говорят,
что-то там как-то незаметно, что в доме бабушка находится. Они вот и писать и стали. Да. Все, бабушки вашей не было как будто. Но бабушку переселили в избушку, топим печь, когда было холодно. Ей вообще интересно наблюдать, вот как Печка топится. телевизор, вот мы здесь не могли подключить к антенне, потому что провод был сломанный наверху. А антенна, она над избушкой расположена. И, значит, там удалось подключить телевизор и настроить вот эти все каналы. Сколько там их? 20. 20 каналов. Ну, Или которые... 10. Или 10. Ну, там культура, ну, самые основные. Там первый 10, культура. наверное. Там, я и вообще включаю сейчас культуру. Там более-менее такие, ну, программы идут. И которые даже мультики. Ну да, или мультики. И она там смотрит. И как бы нам легче стало. И ей площадь больше намного. Комната большая такая. Здесь все равно как душевая кабина, маленькая комнатка такая. Некоторые думают, что она вообще лежачая. Она не совсем лежачая. Иногда она встает, иногда даже ходит. Но это очень редко. Она походит, а потом, значит... У нее ноги просто опухают. Да, ноги опухают, и она вообще потом может месяц целый опять никуда не ходить. То есть мы бы вот рады ее даже на улицу вывести. Я ей предлагал, говорю, давай, она боится вообще даже. Если куда-то ее начинаешь передвигать, она начинает поднимать истерику. Ну, короче, это не вариант. Ну, как-то попробуем потом уговорить, чтобы на улице немножко ей... Но ей тяжело, и психологически, и, ну, вообще. А вообще она сама спокойно встает, кушает сама, значит, ходит в туалет. Мы ей там купили специальный унитаз такой пластиковый, но она в него почему-то не ходит. Есть ведро, пластиковое ведро, а ей удобно как-то в него ходить. Вот, она сама ходит в туалет. Раньше она не ходила вообще в туалет, сейчас хоть начала ходить. Но у нее тоже это, знаете, от случая к случаю. Как что-то найдет, она может и, значит, ну, сходить под себя. Мы уже ей перестали памперсы надевать. И, значит, она в основном ходит сама. Но иногда, конечно, бывает. Напрудонит там на кровать. И потом просто там клеенка у нее застелена. И, ну, меняем просто постельное, да. Постельная, халаты, стираем. Халатов у нее сейчас вообще много стало, поэтому мы и покупаем, чтобы, ну как, все равно пока постираешь. И вот один халат, что часто стираешь, он вообще весь порвался у нее. Вот мы показывали, сколько, месяц назад или когда мы покупали-то, еще 2 халата купили и новых. Вот. Так, это лепешки, да? Ты сейчас сыр сюда хочешь? Так что бабушка нормально. Не знаю, конечно, когда зимой как будет. Может быть, возможно, можно как-то будет утеплить. Я и так там двери утеплил. Но надо еще что-то там сделать. Может, нет, одеяло... Это же не надо. Да? Повесим так на дверной проем, как делают. Просто оно... Ковер там постелили. Не пишите, просто оно на головной мозг, оно очень влияет, когда не высыпаешься. Не, ну да, понятно, что мы сначала ее терпели, что потом все-таки решили, ну, переселить ее. Потому что уже начали сами друг на друга, уже оно передается, вот это нервное напряжение. Ей там намного лучше. А что надо было, может, другой был купить сыр? Там женщины, мы их ездили в светофор. Нет, вот который мы берем лепешки, он вот именно он из такого сыра сделанный. Понял. Ну он как бы как подкопченый да. такой, да. Ну. Ясно. Все вкуснее. Мы в этом мы берем, в котором низкоценники, эти лепешки, вот он из такого же сыра сделанный. Знаю. Раньше, мне кажется, он совсем был другой, вот этот сыр. Да. А сейчас вот я ее ем, я вспоминаю фильм «Кидзадза». Хочешь кусочек пластик? И вот когда откусываешь вот этот сыр, то кажется какой-то пластик ты ешь. В советское время сыр совсем вот этот другой был. Да его сейчас нигде сильно не найти, этот сыр, почему-то. Он раньше везде и в монетках, и в этом магните, и пятерочке продал, а сейчас нет. Ну. Потому что ем ловить. Ну-ка. Лепешечки у нас сырные будут. Я тоже закрою дугой вот так сверху. Ну, я понял. А тут
хлебушек. Он уже поднялся, смотри. Говорят, покажите, покажите бабушку. Не знаю, стоит ее показывать, не стоит. Как бы больной человек. Просто уже 90 лет сказать будет. И такой Ну так, вообще у нее самочувствие норм- ну, нормальный. нормальное, ну как бы для 90 лет-то. Когда мы приехали, у нее намного хуже было. Она пила таблетки, сейчас ей стало лучше, и таблетки сейчас пока не даем. Ну зачем желудок пухтить? Ну они же на печень там садят, все вред все равно приносит. Если вот так получится, классно. Можно вот так вообще делать. Попробуем. Просто люди там пишут, вот были, показывали день рождения, а там они говорят, а почему вы бабушку не посадите за стол? Ну, повторяю, что бабушка вообще, вот мы ее отсюда в избушку перевели вообще с большим трудом. Очень трудно нам было. Да, она там Она же кричала. тяжелая, он тем Да, еще. так она еще и кричала там. Ну, тут я не знаю, хорошо, что никто мимо не проходил, да? У кого такая ситуация была, люди это все знают. Они понимают. ну. Да, а которые не знают, они не поймут этого. Второй раз. Дети у нас отдыхают у дедушки с бабушкой. Скоро мы уже поедем за ними, потому что у Наташи начнется отработка в школе. Вот. И потом еще надо будет к логопеду, еще несколько занятий. У логопед, там у него родственники приехали, и сейчас пока мы не ездим. Потому что, Да, ну, она сама- перерыв там. Наташа тоже захотела немножко отдохнуть. У бабушки-то? Или вообще? От занятий, что ли? А что там, она сильно напряглась? Ноги это же настало. А, ну, каникулы, да? Что побегать надо. Ну, у нее хорошо же уже получается. Осталось еще занятий 5. И все, и нормально. А Матвеечку будем ждать, когда у него выйдет Прорежутся зубки. последний зубчик. Один вылез уже, а другой. Да, вот второй дождемся, когда выйдет, тогда потом с ним будем. Что, все, будем ждать, когда Да. будет подниматься, потом покажем, что там получился, какой хлебушек. Ну, это сегодня поменьше булки будет. Да, они еще же поднимутся, ты что? Ну, там вообще булка большая, которая Ну. была. Купили вот на шланг насадку такую. А как сюда смотреть? Ну как, давай я надену. Не поняла. Что тут непонятно? Очень просто все делаем. Ну, шланг сейчас испытаем. Так вот сюда, вот это раз. А, Мы же так, вон там такие же соединители. ну да. Он Тяжело. сам оденется. Как он сам так, его надо сюда вот сделать. А. Ну, оделся. Ну надо еще сильнее, чтобы он туда проехал. Вот, Обалдеть, воды его. все вроде бы нормально. До конца. Вот. Это сейчас. Вот и все. Купи еще удлинитель сюда, другой, потому что тот у нас там туда в огород ушел, а сюда не хватило. Вот. Вот это. Смотри. Вот. Все прикольно. Так, купили мы как легко. Какие-то в этот раз мешки большие. Большие. Угу. И на наши тележки. Видишь, 5 мешков всего вошло. Нет, побольше какие-то. Ну, я говорю, еще побольше немножко. Тут Маша порошок еще купила. Че его здесь пока? Ну, я потом домой его занесу. Высыпаю.
Это Матвеечка говорит, я потащу, я, говорит, потащу. Вот мы с ним спорили, и порвал он так. Хотел помочь тебе, видишь? Я говорю, он тяжелый, я говорю, потом живот заболит. Нет, говорит, я потащу, я, говорит, сильный, говорит, он. Ну, эти мешки, да, побольше какие-то. Странные даже. Мы сюда постелили специально щелкную клеенку, чтобы это Не пачкай. сильно, чтобы не заморать. Пыльничек, чтобы не было. О, Можно я тоже сверху, и ты покатишь. садись. Ой, ты тут. Что там? нет. Показала, что головатый. Держи. Мы давно не ездили за кормом вообще. Ой, упало все. Ну ладно. Что так держал? Она сама скатывается. Можешь составлять их так, составить. Сюда. Туда? Ну. А что туда? Может туда, может сюда. Отсюда после как-то. Маша бригадир, командир. Она всем руководит. Чё, куда класть? Это вот в ящик высыпаем, и потом с ящика бежим. Грабилка стоит у нас здесь. Зерно здесь курицам даем. Такое вот. Картошка тут. Все здесь. Это у меня ножницы, я разрезаю вот пакетики. Машинка Матвейкина. Все, что ли? Все. Так быстро. Ты их как этот? Так, жук, 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 жук. А это можно сюда поставить. Чё А ладно, поставить? пусть лежит. Укатывайте его. Самосвал у нас. Всё. Дальше не здесь привязала. Сейчас паутов поменьше просто немножко стало. Ну, сегодня не так жарко, как вчера было. Ну, я купила 20 с чем-то. 23. Вон стоит. А смотри, картошку протяпали. Смотри, она немного Ага. выше стала. Пропололи весь огород. От сорняков уже. Тут капустка. Вот это вот плиточку надо. А? Видишь? Ты же опрыскивала, нет? Ну, ее порискала и вы уже сыпала сюда полную кучу. Мгм. Вон, это. Может, Червячки. это? Червяки. Надо обрабатывать или снова покупать что-то другое. Картошка, ну, потихоньку всходит. Вот. Все пропололи, немножко подокучили. Где что? Ну, не вся, которая вот только начинает. Ну, ждем дождя. Вчера вот, блин, вообще обещали дождь, да? Да. И ничего. Я решил вообще навоз сейчас вожу и вот здесь вот раскидываю. Считайте, здесь ничего не будем садить. Здесь он за лето, за зиму весь переработается как надо, потом в удобрение. И в следующем году вот эта будет часть отдыхать, а будем сажать туда. Ну и часть здесь. Кажется, дождей нету, а трава ездит, я вообще не знаю. Я вот же, вот дня 3 назад все прополола полностью. Я думаю, вечером сегодня это не будет ветра, как вчера. Здесь у нас нормально она работает, поливает. Но когда вот ветер сильный, тогда вот вчера был ветер сильный, и значит она начала поливать ветром все вот на эту сторону. Здесь как бы наполовину грядки только мокрые стали, а здесь вообще вот даже забор мокрый стал, да? Угу. Ну, вообще конкретно. Вон опять.
погоду. Вот сиди, дёргай. Это. Ну, ладно, хорошо. А я вечером туда садилась. Это. Когда жарко было. Это лучок у нас также шел уже. Сейчас заодно и прополим здесь. А тут постоянно это полишь, оно опять потом вылазит. Полоешь, полишь. О, какой корень. Это еще не весь он. Еще там Обалденно. остался, наверное, сколько. Вообще длинный. Я сюда укроп не сеяла. Да? Это прошлогодний укроп тут зашел, представляешь? Вот он перепахался и зашел. Наверное, остался от прошлого года. А тут что такое вообще? Здесь... Укроп. А, ты сюда и сажала укроп сюда? Я говорю, я морковку тут сеяла. А, здесь вообще морковка должна быть. А вырос укроп. Нормально. Ну ладно. Но он какой-то, смотри, как кактус. Интересно. Репейник. Я бы сейчас это. Со Я сметаной. сейчас что-то что-нибудь повырываю, тут не то. Ладно, я очень ничего не буду трогать. Это Маша ставит. Я вот такие, которые конкретные сорняки еще. Знаю, а вот когда вот такое маленькое тут не понять, что растет. Надо еще ведра набрать. Вот этот вкладыш, ну, нормально как бы, да? Ну, много. А я на той бочке там тоже поставил. А я видела, надо сюда, веревкой. сюда, наверное, тоже надо её. Шпагатом этим, но Ну, так оно и так она и так нормально. держится. Так что... Вот так чисто, да? Уже диска у нас красивая. Уже такая вот мелкая. Скоро кушать можно будет. Вот он. Там он, я посеяла. Она тоже его уже вылазит. Надо убрать. Подсолнухи, смотри, какие большие стаи. Ну. Так, ладно. Маша здесь сделала клумбочку такую маленькую. Эти цветы называются. Как они называются-то? А я сама не знаю. Из горшка было? Ну, от мамы, Здесь вот геранька что-то засохла. Вот эта геранька. от мамы привозила и М, они просто такие большие вот стаи. ну. Тут кто-то покопал мне только. Это кошки, наверное. Кажется, поливаешь, то и от жары. Герань-то комнатное растение. Не А знаю. их на улицу высаживают Ну это специально. может где-то на юге. Почему? У нас. Да, ну ладно. Вот здесь тоже поставили бочку с таким же пакетиком. Все приготовили. Видите, тут слив идет, когда дождик. Ждем дождя. А дождя все нет и нет. Ну, у нас там еще один пакетик остался. Его тоже надо туда поставить, наверное. Там тоже хороший напор. Ну, потом я ему выкрыла здесь. Расскажи нам, Как дела? как ты живешь? Как тебе тут Западная Сибирь по сравнению с Краснодарским краем? Кстати, комаров вообще второй год нету, да? Вечером так немножко. Ну, Ну, мошек нету. так что нормально. Как-то даже удивительно, да? О, Иван чай, смотри, засел у нас. А я здесь специально не стал его скашивать. В прошлом году вообще здесь много было. Я вот здесь подскашивал, просто они как-то, ну, некрасиво смотрелись. Как будто бы как, ну, как-то так. Что же это за растение? Кнопа, это что такое за растение? Цветочки такие, а? Хлебушек поднялся. Будем ставить нашу духовку. Все. Ну, 180 градусов. Пешка тоже уже поднялась. Ждем 30 минут. Испекся мой хлебушек. Достала.
поднялась моя вот так лепешка. Все, ставим ее тоже в духовку. Сейчас хлебушек немножко остынет, я его вытащу на полотенце. Ой, что это такое? Стояла. Вот такой хлебушек у нас получился сегодня. Мягкий. Все. Замечательно. Все пусть остывает. Такой красавец. Испеклась моя лепешка. Она горячая. Я ее вытащила. Все. Пусть остывает, потом будем кушать. А хлебушек, смотрите, какой мягкий. Получился. Все. Съездили в магазин. Маша сделала себе новую прическу. Челку подстригли. Покажи сзади. Так. Убрали просто. У меня тут такая копня была. И я ее что-то надоела она мне такая густая. И я ее заплела. Мне сюда ее заплели. Вот так сзади. Мгм. Получается хвостик. Чтобы покороче. Как? Не сильно густая, вообще нормально. Заехали, купили вот такие еще. Это вот, которая плохо там распрыскивалась. Мы взамен другую вот взяли. И еще взяли вот такую На пробу. на пробу. 135 рублей стоит. Она должна крутиться. И Вот так. распределять. Да. Испытаем тоже. Звездку, Это будем белить. Зайка. хлорку обрабатывать и Мгм. Хомут. хомут. Это сюда надо нам сделать. А, это так. Тоже тут хлорки. А, во, кошкам это. Ага. Пришли посылки нам Это от потом фирмы всё увидим. Denzel. Обзор. Потом будем показывать. Тут вот лазерный уровень. И новая Косилка. косилка. Триммер новый. Всё. Сахара купили еще. Ну, так, по мелочи всё. Для Купила. Для капусты. капусты. Капусту надо обработать, потому что стая есть ее. Гусеница или непонятно кто. Вот тут от гусениц, от бабочек. Вот они. От Вот всех на такие, свете. вот такие начинаются. Вот они. Вот они. Мелкие. А потом большие они. Ну, что там я уже находила таких мелких уже. Это я все. Так таких не видно же вроде. Видишь, как съели. Видишь, как съели. Может вот, это вот от они. воды? Нет, вот они. Видишь, Они мелкие. мелкие такие, что ли? Да. Реально. А потом они большие становятся. Вот они, видишь? Мгм. Ну их, это, я вчера их, наверное, поубивала много. Вообще их, вот этих личинок. Этим распылителем. Да, электрическом. Но. Ладно, будем заниматься дальше делами. Всем пока. До новых встреч.